Вселенная ННК – это истории с самыми динамичными сюжетами на всем Ютубе. Каждый выпуск – настоящее аудиокино. Огромный продуманный мир, экшен, ужасы, юмор, эпические схватки героев с потусторонними тварями, современные технологии и магия, суперсилы и зло вселенского масштаба. Каждый ролик влияет на развитие вселенной и раскрывает частичку ее тайн. Полное погружение, привыкание, яркие чувства к персонажам и замирание сердца гарантированы. Оцените, если интересно, по ссылке в описании под этим роликом. В последнее время мы все чаще с ужасом смотрим сводки новостей с экранов телевизоров, динамиков радиоприемников и интернета. На нас льется бесконечный поток негатива и ужаса. Оттуда нам говорят, что неуклонно наступает пандемия, где-то идет война, а где-то обнаружили неопознанный расчлененный труп. После всего этого единственное, что нам хочется, это закрыться в своем маленьком мире. Для того, чтобы не видеть всего этого. Мы ходим на работу, встречаемся с родными, друзьями, и нам кажется, что тот ужас происходит где-то там, далеко. А у нас все хорошо и прекрасно. Но все же эти утверждения ошибочны, потому как ужас давно живет среди нас. И порой он дает о себе знать, причем происходит это тогда и в тех местах, где казалось меньше всего мы могли это ждать. Сегодня я расскажу вам историю, которая стала сильнейшим потрясением для нашего маленького провинциального городка. Для меня эта история началась с того момента, когда я выпустился из детского дома, в котором я рос. За годы, прожитые там, его стены для меня стали родными, да и людей, которые меня окружали, я сейчас смело могу назвать своей семьей. Но наступил тот день и час, и у меня началась самостоятельная взрослая жизнь. Мои воспитатели очень хотели, чтобы я продолжил свое обучение в одном из профессиональных училищ нашего городка, а потом после получения специальности вышел на работу. Я внимательно выслушал их пожелания, но, как говорят, взрослая жизнь на то и зовется взрослой, чтобы все решения принимать самому. И как следствие потом нести за них ответственность. Так вышло и у меня. Сразу после детдома я снял комнату в местном общежитии и устроился на работу на местный рынок. Я, как и большинство молодых ребят, сразу хотел стартануть, как ракета, и начать работать грузчиком. Каждое утро, 6 дней в неделю, ровно в 5 часов утра, я уже был на рынке и активно разгружал свежеприбывшую фуру. Скажу так, что первую неделю мне это с успехом удавалось, и к концу дня у меня в кармане всегда были живые деньги, которые я практически сразу тратил на еду, но мне иногда удавалось что-то и отложить. Да, в то время, как и все молодые парни, был максималистом, мне казалось, что я все могу, и трудная изнурительная работа грузчика мне по плечу. Но как оказалось, тогда я сильно ошибался. И вот однажды, во время очередной разгрузки фуры с сахаром, мой новый друг и напарник Славка кинул мне очередной мешок. Уточню, что разгружали мы фуру методом цепочки, то есть я был одним из многочисленных ее звеньев. И в какой-то момент я зазевался и в последний момент заметил летящий ко мне очередной 50-килограммовый мешок сахара. Когда я спохватился, то он был совсем рядом, и я его поспешно принял. Сила инерции и неправильный хват сделали свое дело. В минуту приема мешка я ощутил небольшой хруст и пронизывающую острую боль в поясном отделе позвоночника. Приняв мешок, я все же собрал все оставшиеся силы и передал мешок дальше. Но наша цепочка навсегда потеряла одно звено, увидя меня. Сразу после этого я подошел к Армену, хозяину этой точки, и сообщил о случившемся. Он покачал головой и сказал:
Ай-яй-яй, Вася, ну как же ты так, а? Ладно, вот, держи, это то, что ты сегодня заработал. Иди лечись и в следующий раз будь осторожен. Он достал из барсетки пресс пятитысячных купюр, отлистал ничтожную часть моей зарплаты, которую я успел заработать. И я, сцепив зубы от боли, пошел в ближайшую аптеку, чтобы купить обезболивающее. Придя домой в свою комнату, я сразу принял ударную дозу, и мне немного полегчало, и я заснул. Но ночью боль появилась снова, и я опять вынужден был принимать эти таблетки. Учитывая, что я был практически голодным, то на второй день к боли в позвоночнике добавился дискомфорт в области печени и легкая тошнота. Взвесив все за и против, я пошел в детский дом для того, чтобы обратиться к нашей медсестре. Тетя Клава, так звали нашу медсестру, внимательно осмотрела меня и отвела в местную поликлинику. У нее в регистратуре были связи, и мне быстренько и без лишних очередей удалось попасть на прием к хирургу. Тот меня сразу направил на рентген, который и показал грыжу в поясничном отделе. Хирург прописал мне покой, а также назначил обезболивающие препараты, но уже в уколах. С его слов, они не будут раздражать желудок, да и печень на них не должна так реагировать. Также врач категорически настаивал на том, чтобы в дальнейшем я не работал грузчиком, потому как эта грыжа очень опасна и может привести к полной инвалидизации. Когда я вышел из кабинета хирурга, то меня ждала тетя Клава. Она по-доброму, наверное, даже по-матерински посмотрела на меня и сказала: «Васенька, у тебя, наверное, денег нет на лечение». Я ответил, что я ни в чем не нуждаюсь, у меня все есть. Но зрелую взрослую женщину не обмануть. И она взяла меня за руку и сказала: «Значит так, ты можешь сколько угодно включать взрослого и независимого парня, но я тебя еще с пеленок знаю и искренне хочу тебе помочь. Смотри, я сегодня поговорю с нашей заведующей, и она 100% не будет против, чтобы ты приходил к нам на уколы. Тем более шприцов у меня полно, а лекарства я тебе купить помогу. Также не отказывайся, на то время, пока ты будешь болеть и не сможешь работать, я буду брать тебе с нашей столовой еду, и ты будешь обеспечен завтраком и обедом. Вот все, чем я могу тебе помочь, но прошу тебя, прими эту помощь. Потому как по-другому ты не выживешь. А потом, когда ты выздоровеешь и снова начнешь работать, тогда и живи как знаешь. А сейчас прошу, послушай меня, так ты быстрее поправишься». С этого дня и на протяжении следующих 2 недель я каждый день ходил в свой старый любимый детский дом, где тетя Клава с материнской заботой подкармливала меня и делала мне уколы. Действительно, я быстро пошел на поправку и вскоре встал на ноги. И вот я уже выздоровевший, в припрыжку бегу на рынок для того, чтобы снова стать звеном длинной цепочки грузчиков. Но моя радость не оправдалась. Уже знакомый мне Армен встретил меня и, нахмурив брови, сказал: «О, Слищ, а вот и Васька, ты чё пришел?» «Здравствуйте, Армен, я выздоровел и снова хочу работать». С легкой улыбкой и надеждой ответил я. Армен закрыл пальцем одну ноздрю и, что есть силы, высморкался себе под ноги. С его носа вылетела огромная сопля, которая упала ему прямо на лакированный ботинок. От увиденного он негромко вскрикнул: «Ой, блин!» А потом другим ботинком скинул ее на пол и растоптал, как горящий окурок. Я несколько секунд смотрел на него, а потом переспросил: «Ну что, возьмете меня в команду? Обещаю, я буду осторожным, и больше такого не повторится». На что Армен с гордой физиономией ответил: «Слищ, Васек, ты меня извини, но я не хочу проблем. Я и так сильно переживал, что взял тебя на работу. Ты слабенький, и грузчик из тебя, да, никакой. Можешь мне не верить, но я не хочу, чтобы ты стал инвалидом. Да и мне лишние проблемы не нужны». «А может, вы передумаете? Для меня жизненно важна эта работа, я обещаю, больше такого не будет. Я вас не подставлю», – упрашивал его я. Да, я вынужден был так унижаться перед этим торговцем, но иного выхода у меня в данный момент не было. Тогда армянин, почесав свой толстый затылок, сказал: «Слищ, ладно, я тебе помогу, но работать ты у меня не будешь.
Идем со мной. И мы пошли в сторону администрации рынка. Когда мы подошли к зданию, то Армен мне сказал подождать его на крыльце, а он пойдет к директору и все уладит. Минут 15 я стоял на крыльце и смотрел на проходящих мимо людей. Я чувствовал себя маленьким и беззащитным муравьем, судьбу которого сейчас решает этот толстый армянин, и с чьим решением я вынужден был считаться. Сказать, что я чувствовал себя униженным, это все равно, что не сказать ничего, но это было так. Стоя на крыльце, я полностью погрузился в свои мысли. И не заметил, как открылась дверь, а оттуда выглянул Армен и сказал мне, чтобы я зашел внутрь. Зайдя, мы с ним прошли в кабинет директора рынка. Директор внимательно смотрел мне с ног до головы и сказал: «Как тебя зовут, сынок?» Я ответил, что меня зовут Василием, и хотел бы что-то еще сказать, как был перебит им. Он продолжил: «Значит так, Василий, мне Армен все рассказал. В общем, по его просьбе я оформлю тебя дворником. За тобой будет закреплена территория, которую ты будешь убирать. Причем я тебе доверяю самую выгодную часть. Это будет мясной павильон. Тем более там работают добрые сердобольные тетеньки, которые смогут тебя иногда баловать кусочком мяса. Но, как говорится, за это тебе придется делать не совсем приятные вещи. А если конкретнее, то второй твой объект – это общественный туалет. Короче, я хочу, чтобы ты с голоду не умер, а заодно и на рынке было чисто. Поэтому и даю тебе этот шанс. Я ясно выразился, ты понял меня?» Мне некуда было деваться, и я кивнул головой, после чего мы вместе с Арменом вышли из кабинета. Он улыбнулся мне и сказал: «Знаешь, Вася, ты не обижайся на меня, но чем мог, тем помог. Так что давай, трудись». После чего он удалился в сторону своей торговой точки, а я опустил голову, поплелся домой. На следующее утро я заступил на свою новую работу. Я не могу сказать, что я был в восторге от своей новой специальности, но со временем я привык. Я научился быстро справляться со своими обязанностями. Могу сказать, что вскоре меня знал весь рынок, потому как я отлично убирал в мясном павильоне. Тетеньки-продавщицы были очень довольны, и, как и говорил директор, периодически они подкидывали мне то кусочек мяса, то деньжат. Но во всей этой бочке меда была ложка дегтя, о которой меня и предупреждал директор. Да, это была уборка вонючего общественного туалета. Если зимой я с этим мог мириться и быстро справлялся, то летом для меня это было целое испытание. Но это была моя работа, и я быстро и качественно ее исполнял. Я в течение дня несколько раз заскакивал туда и быстренько его убирал. Но основную уборку я делал вечером, когда рынок опустеет. И вот однажды, в конце жаркого летнего дня, когда рынок был пуст и на территории из людей остался лишь я и еще один сторож, дядя Коля, я, как обычно, пошел в туалет, чтобы привести его в порядок. Вышло так, что в этот день в самом мясном павильоне у меня было много работы, и я пропустил несколько контрольных проверок туалета. То есть попросту я туда не пошел. Тем более прямо с самого утра мне от начальства рынка поступило указание убрать самый дальний угол павильона. Этот угол я использовал как место для хлама. Там я складывал найденный картон, который потом сдавал на переработку в соседнем павильоне. Да и другого хлама было там полно. Короче, этот угол я считал своим. Видать, к руководству рынка поступил запрос на организацию очередной мясной торговой точки. Вот они мне и дали задание на уборку данного угла. Признаюсь, сразу я немного расстроился, так как я привык, что там у меня был свой мини-склад. Но решение начальства – закон, и я выполнил их поручение. Где-то через час к тому месту с большой крытой тачкой подъехала пожилая женщина. Увидев это, я удивился, как эта уже немолодая бабулька все это притащила. Открыв тачку, она начала доставать из нее пластиковые лотки, которые были накрыты пищевой пленкой, а потом аккуратно их расставляла на этом торговом месте. Тогда я решил подойти к ней и предложить свою помощь.
Признаюсь, я иногда тайком от начальства по мере необходимости помогал торговкам в разгрузке и выкладке мяса на прилавки, и они в знак благодарности подкидывали мне немного деньжат. И вот в этот раз я надеялся завести себе новое знакомство, а заодно и немного подработать денег. Но, как оказалось, я зря обрадовался. Когда я подошел ближе, то увидел, что в этих лотках был мясной фарш, а лотки были наглухо им забиты. Было видно, что этой женщине нелегко. Подойдя к ней, я улыбнулся и сказал: «Добрый день, я местный дворник Василий, вижу, что вам тяжело, давайте я вам помогу». На что эта женщина строго посмотрела на меня и сказала: «Не надо, сама справлюсь. Ты дворник, вот иди и мети полы». Услышав это, я быстро отошел от нее. Вот старая кляча, мало того, что она заняла мой угол, а еще и борзая. Ну ладно, пусть сама корячится, про себя пробормотал я. Не успел я сильно расстроиться, как услышал сзади себя: «Эй, Васька, беги сюда, помощь твоя нужна». Это была тетя Нина, она торговала говядиной, я периодически ей помогал. Да, я понимал, что мне этого делать нельзя, да и на рынке все знали про мой прошлый инцидент со спиной, но я ей не отказал и заработал пару сотен рублей. А потом быстренько продолжил уборку павильона. В общем, в этот день туалет я практически не посещал. Так вот, когда я уже заканчивал с уборкой туалета и мне оставалось помыть всего один раздел, я по обыкновению зашел в кабинку и обратил свой взгляд вниз. То меня потряс ужас. Внизу очка лежал ярко-красный пакет. Вернее, изначально он был белый, но сейчас он был весь испачкан в кровь. Сначала можно было подумать, что это какие-то отходы из мясного цеха, но в это было сложно поверить, потому как из пакета выглядывали длинные пряди волос. От увиденного меня стошнило, и я вырвал прямо на свежевымытый пол. Меня всего аж перетрясло, и я сказал: «Блин, какого хрена? Какие нахрен волосы?» Мое сердце бешено стучало в груди. Я подошел к рукомойнику и умылся холодной водой, а потом взял свою самую длинную швабру, снял с нее тряпку и вернулся в эту кабинку. При тусклом свете мерцающей лампочки я засунул туда швабру и, еле сдерживая рвоту, открыл пакет. И лучше бы я этого не делал. То, что я увидел там, меня повергло в шок. Внутри пакета лежал человеческий скальп, и, скорее всего, он принадлежал женщине, потому как от него шли длинные темные волосы. Также в этих волосах я нашел несколько грубо отрубленных женских пальцев. Я инстинктивно дернул своей шваброй, тем самым затолкнул в этот пакет волну из экскрементов и опарышей. Это я сейчас все вам так подробно рассказываю. Но в тот момент я быстро выскочил из туалета и на дрожащих ватных ногах побежал к мясному павильону, где была моя кибитка. Рядом находился уличный водяной кран, я открыл его и смыл со швабры остатки этого дерьма. После этого, забежав внутрь, я быстро поставил на место свой инвентарь и двинул в сторону выхода. Когда я выходил, то через окно сторожка увидел, что сторож дядя Коля в полудреме сидит перед телевизором. Блин, вот и сторож у нас все время спит. Пробормотал я и пошел к себе в общагу. Придя домой, я не пошел на кухню, как делал это обычно, потому как после увиденного меня дико тошнило и трясло. Я задавал себе лишь один вопрос: чьи останки я видел в туалете и кто их туда принес. Я лег в кровать и попытался уснуть, но сон все никак ко мне не приходил. Когда я закрывал глаза, то мне мерещился тот окровавленный пакет со скальпом и пальцами. А также я видел целый слой опарышей, которые после того, как я открыл шваброй пакет, с радостью накинулись на новую добычу. Сука, что это за гадость такая? С криком подскочил я со своей кровати. Я подошел к окну и налил себе из пластиковой бутылки стакана воды. Сделал несколько небольших глотков, я присел на кровать. Я должен найти эту тварь, которая это сделала, чтобы мне этого не стоило. Про себя думал я. Потом я упал на кровать и еще раз закрыл глаза.
Чтобы отвлечься, я начал вспоминать свое детдомовское детство, наши праздники и радостные события. В итоге мне удалось себя перебороть, и я заснул. На следующее утро я, как обычно, пришел на рынок. Как правило, в свой павильон я приходил один из первых. Сначала я делал контрольный осмотр торговых мест для того, чтобы убедиться, что все убрано и чисто, и я ничего вчера не пропустил. А потом с улыбкой встречал первых продавцов. Но в этот раз, зайдя в павильон, я увидел, что меня опередили. А если быть конкретнее, то в моем бывшем углу уже копошилась та злая старуха. Она, как и вчера, постепенно выкладывала лотки с фаршем. Тогда я не выдержал и крикнул ей: «Доброе утро! Надеюсь, сегодня вы в хорошем настроении и, возможно, вам все же нужна моя помощь». Но на мои возгласы бабка никак не реагировала, а лишь кряхтя выставляла лотки с фаршем. Ну что же, не хочет и не надо, про себя думал я. Я подошел к кофе-автомату и купил себе латте. Отпив пару глотков, на момент я испытал приятное наслаждение, прямо как в той рекламе Nescafe Gold. Но мою идиллию нарушил шум входящих торгашей, и мой рабочий день завертел меня в череде своих событий. Скажу, что после того случая с пакетом в туалете прошло около недели, и я почти уже все забыл. Но все равно каждый раз, входя вечером для уборки, я настороженно вглядывался в кабинки, надеясь, что этого ужаса больше не повторится. Также хочу отметить, что мне не давала покоя та новая злая торговка фаршем. В отличие от других, она практически ни с кем из своих коллег не общалась, но было видно, что ей очень тяжело дается ежедневная выгрузка товара. К тому же я удивлялся, но она каждый день полностью его продавала, и никаких остатков у нее не было. Странная бабка, про себя думал я. И вот однажды я заметил, как в конце дня, когда эта бабка распродала товар и начинала складывать пустые лотки к себе в тачку, то к ней подошла неряшливая женщина. Я узнал ее, это была Людка. Она работала у азербайджанцев и торговала сухофруктами. Если честно, мне говорили, что местные контролеры из санстанции не раз делали замечания этим ребятам, чтобы они поговорили с этой Людкой по поводу ее внешнего вида. Потому как товар она продавала неплохо, но внешне выглядела бомжевато. Эти азербайджанцы обещали решить этот вопрос, но так ничего и не изменилось. В принципе, их все устраивало. Товар у них продавался, а как выглядит продавец, это было уже второстепенно. Так вот, я не знаю, почему, но эта Людка подошла к этой торговке. Они начали о чем-то говорить. Хоть был и конец рабочего дня, но шум в павильоне стоял сильный, и я это не мог услышать, хотя находился рядом. И где-то через несколько минут эта Людка схватила пустые лотки и начала помогать этой бабульке. А потом они вместе вышли из павильона. А может, эта бабка просто не любит мужчин? С улыбкой на лице про себя думал я. Я вышел вслед за ними и увидел, как они вместе толкали пустую тачку в сторону выхода из рынка. Странно, фыркнул я и вернулся в павильон. Остаток дня пролетел незаметно, и я убрал павильон и туалет, пошел домой. На следующий день, придя на свое рабочее место, меня уже привычно встречала эта бабулька. Она опять в гордом одиночестве выгружала фарш. А где же Людка? Про себя думал я. Но ничего бабке говорить не стал и пошел за кофе. День пролетел незаметно. Мне опять повезло, и я дважды поучаствовал в разгрузке мясных туш и заработал неплохие чаевые. В конце дня я, как обычно, заглянул в туалет, чтобы сделать генеральную уборку. После того случая прошло достаточно времени, и без задней мысли открыл кабинку у туалета для того, чтобы убраться. Но этот кошмар повторился. Но в этот раз никакого пакета не было, а волосы с куском окровавленного скальпа уже были смешаны с экскрементами, но все равно это бросалось в глаза. Блин, сука, как же меня задрало это все! На весь туалет крикнул я, от моего крика в ушах аж зазвенело. Я махнул пару раз шваброй и выскочил наружу. Мне было уже все равно, что туалет останется грязным, лишь бы не видеть это все.
Я бросил в кибитке инвентарь и рванул домой. Сторож мирно спал. Ночь я провел, рассматривая потолок своей комнаты. Я не мог избавиться от мыслей об увиденном в туалете. Ну что за тварь-то такая? Этот вопрос крутился у меня в голове. Когда я утром сонный пришел на рынок, то при входе в павильон услышал крик. Это кричал Анар, тот азербайджанец, у которого работала Людка. А кричал он на эту бабку. Он на ломаном русском пытался узнать у этой бабки, где же делась Людка. В ответ ему бабка противным голосом отвечала: «Ну откуда я знаю, где она подевалась-то? Она помогла мне оттолкать тачку домой, я ей дала 100 рублей, она пошла к своей дорогой. Тьфу ты, блядь, отстань от меня!» Но Анар не унимался. «Слышь, мать, я знаю, что вы с ней дружбу водили. Она мне еще перед этим днем говорила, что ты ей обещала дать несколько банок варенья и других там каких-то заготовок, а также обещала ее покормить. Я ее никогда не обижал, но почему она начала ходить в гости к тебе, я понять-то не могу. Понимаешь, за те деньги, что работала она, я сейчас продавца не найду, а ты не хочешь мне никак помочь», — говорил ей он. Но бабке было похрен. Она лишь расставила свои лотки и спокойно уселась в ожидании клиента. В итоге Анар опустил голову, ушел прочь. Каково было мое удивление, когда в обеденное время к нам в павильон пожаловали менты. Рядом с ними был Анар. Он что-то жестикулируя говорил им и тыкал пальцами на бабку. Но бабка спокойно отвечала на все их вопросы, и вскоре менты ушли прочь. Скажу, что после этого любопытство просто съедало меня изнутри. Я подошел к одной торговой точке, которая была ближе всего к месту этой бабки. Тем более продавец этой точки хорошо меня знала, и я хотел у нее что-нибудь узнать. Сначала я сделал вид, что убираюсь, а потом украдкой спросил: «Тетя Нин, а что менты хотели?» Тогда тетя Зина негромким голосом и оглядываясь в сторону этой бабки, мне рассказала, что ментов вызвали родные этой пропавшей Людки. Сразу они пришли к Анару и начали задавать ему вопросы, а он перевел все стрелки на бабку. Но после короткого разговора с ней менты ушли прочь. «Тетя Нина, вы случайно не знаете, где эта бабка живет?» – продолжил узнавать я. «Да чего мне не знать? Ты знаешь ту большую трансформаторную будку, которая стоит в 100 метрах левее от нашего рынка?» – прошептала тетя Нина. «Ну да, конечно знаю, там еще стоит такой кирпичный дом, у которого нет забора», – с неким внутренним трепетом ответил я. «Так вот, это ее дом. Я не раз видела, как она заталкивала туда свою тачку, а еще несколько раз видела, как эта бабка заходила в дом с какой-то женщиной бомжеватого вида. Наша Людка по сравнению с ней еще и чистюля. Я не знаю, чем эта старуха приманивает к себе бомжей и зачем они ей, но там что-то нечисто», – с подозрением сказала тетя Нина, а потом поправила на голове свой белый накрахмаленный чепчик. В этот момент к ней подошел очередной покупатель, и я вынужден был отойти от торговой точки. В разговорах с тетей Ниной я не заметил, как бабка уже сложила свои лотки, а потом медленно похрамывая пошла в сторону выхода. Я аккуратно на носочках двинулся за ней. Вечерело, и рынок почти опустел. Когда эта бабка выходила из ворот рынка, то к ней подошла какая-то женщина бомжеватого вида, и они вместе пошли в сторону ее дома. «Блин, мне край как надо туда!» – про себя думал я, но бросить работу я не мог и покорно пошел к себе в павильон. Когда я зашел туда, то увидел, что все торговцы почти собрались, и я внутри себя обрадовался. Решил быстро пройтись по рядам, а потом не убираться в туалете и пойти к дому этой бабки. Но перед этим я решил зайти в сторожку к дяде Коле и попытаться все у него узнать, потому как он должен был все видеть и по-любому что-нибудь да знает.
Подойдя к сторожке, я заметил, что дядя Коля в этот раз не спит, потому что по телеку идет футбольный матч. Он активно болел и периодически стучал по столу кулаком, отчего скорлупа от семечек, которые он кидал на стол, аж подскакивала. Я аккуратно зашел внутрь и поздоровался, но дядя Коля лишь кивнул головой и жестом показал мне место, чтобы я сел. В этот момент в футбольном матче начался тайм-аут и включили рекламу. Тогда он повернулся ко мне и спросил: «Привет, Васька, что ты хотел?» Я решил не тянуть время и сразу поинтересовался у него, что он знает про эту бабку, и тот ответил: «Ой, Васька, я не знаю, почему она начала торговать мясом и откуда она его берет. Я знаю лишь одно, что она много лет торгует самогоночкой, и к ней ходят алкаши со всего района. Мы с мужиками тоже пару раз брали у нее самогон, но только он нам не понравился, поэтому больше туда мы не ходим. Также я знаю, что менты ее не трогают. Сколько она им башляет, я также не знаю. Но ее реально никто не трогает. Я сам был удивлен, когда увидел, что она возит на ринок этот фарш. Но де вона його бере, я ума не приложу. Так що ти, Васька, лучше не трожь її. Вона якась странна. А главное, що дерзкая така старая холера, блин. Внимательно выслушав сторожа, я попрощался и вышел прочь. На улице уже стемнело. Отходя от сторожки, я услышал, как дядя Коля продолжает болеть за свою любимую команду. Но для меня это было второстепенно, так как в моей голове пазл начинал складываться. Мне очень было нужно прямо сейчас пойти к дому этой бабки и все узнать. Подойдя к нему, я обнаружил, что в окнах темно. По идее, она должна была быть дома и заниматься делами. Но создавалось впечатление, что никого дома не было. Так как это здание не было ограждено и собаки у нее также не было, то я на носочках двинул в его сторону. Мне повезло, потому что уличные фонари возле ее дома не работали, что позволило мне легко и особо не светиться, перебежать дорогу и заскочить во двор. Подойдя ближе, я заметил, что он был с высоким цоколем. Также сзади этого дома был виден тусклый свет. Тогда я аккуратно понад стеночкой двинул к задней стороне дома. Повернув за угол, я увидел, что прямо в цоколе имеются небольшие окна. В принципе, туда можно было пролезть, но крупный человек туда не пройдет. Эти окна были испачканы слоем пыли, но я присел и присмотрелся. То, что я увидел там, привело меня в ступор. Казалось, что все волоски на моем теле встали дыбом. Там внизу было что-то типа маленькой комнатушки, посередине которой стоял стол, на столе стоял пузырь, скорее всего, что с мутным самогоном, а на соседней тарелке была нарезана закуска. Но не это меня привело в шок. Самое страшное было то, что в углу этой комнаты был небольшой алюминиевый верстак, на котором лежало голое, обезглавленное тело женщины. Рядом на полу стояла миска, в которой лежала голова, а прямо возле нее стоял небольшой медный тазик. В него с окровавленной шеей сгустками, каплями стекала темная артериальная кровь этой жертвы. Внимательно взглянув на эту голову, я узнал в ней ту бомжиху, которая около часа назад выходила со двора рынка вместе с бабкой. От увиденного меня аж перетрясло. В другом углу стоял небольшой столик. Его ножки были забетонированные в пол, а на нем была установлена промышленная мясорубка. А рядом стояли аккуратно сложенные в стопку уже знакомые мне пластиковые лотки. Рядом с ним лежал увесистый моток пищевой пленки. «Блин, вот сволочь! Это ее рук дело!» Еле сдерживая крик, думал я. В этот момент дверь комнаты отворилась, и в нее зашла она. Она была одета в защитного цвета фартук. Подобное я видел только в фильмах на работниках морга. На голове у нее был странный колпак, похожий на колпак повара, но не совсем. В руках у этой бабки была ржавая пила.
Подойдя к телу, она спокойно присела на стул и этой ржавой пилой начала отпиливать руку. При этом она что-то напевала себе под нос. Я сидел на корточках как завороженный, и меня всего трясло. Отпилив руку, она взяла топор и порубала ее на несколько кусков. Взяв эти куски, она понесла их к мясорубке. Со страшным противным звуком включился мотор, и эта тварь начала кидать их внутрь. На выходе они превращались в уже знакомый мне фарш. Я не выдержал и, отскочив несколько метров, прорыгался. Потом взял увесистый камень и кинул его прямо в окно. Камень легко разбил его и параллельно попал в лампочку, отчего комната стала освещаться всего лишь одной. Я пару раз ударил ногой и выбил раму с корнем, благо она была гнилая. А потом проскочил в это отверстие и спрыгнул, оказался на полу. От неожиданности бабка была в замешательстве, а потом противно так закричала. Ах ты ж тварь, теперь ты тоже пойдешь на фарш. К моему удивлению, эта старуха была крайне проворная. Она схватила топор и кинулась ко мне. Я едва успел отскочить, как острое лезвие топора встряло в стену, где я находился буквально одно мгновение назад. Все это время мясорубка со страшным шумом работала. Пока бабка вытягивала топор, я что есть силы ударил ее по затылку. От удара она клюнула лицом прямо в топор и потеряла сознание. Тогда я вырубил эту мясорубку, и наступила тишина. Минут 5 я сидел в растерянности. Меня всего трясло. Я не знал, что мне делать. Если сейчас кто-нибудь меня увидит, то менты повесят все это на меня. И тогда я сяду и надолго. Я решил выйти из подвала в дом. Поднявшись по бетонным ступенькам, я попал в комнату, которая была заставлена холодильными камерами. Заглянув внутрь, я увидел, что большинство из них были пустыми, а в некоторых были человеческие останки. «Нет, сука, я так просто не уйду, ты за все заплатишь!» Со злостью сказал я. Параллельно с этой злостью ко мне медленно, но уверенно подбиралось сильное чувство страха. Во-первых, я боялся уголовной ответственности, а во-вторых, я панически не знал, что мне делать дальше. Пройдя в другую комнату, я увидел, что там стоит что-то подобие самогонного аппарата, который в этот момент работал. А рядом с ним стояло несколько бидонов, открыв которые мне в нос ударил сильный, противный запах. Но это не был запах браги, а чего-то химического. В этой же комнате я обнаружил небольшую 10-литровую канистру. Открыв ее, я понял, что это бензин. Схватив канистру и коробок спичек, который был рядом, я спустился в подвал. Бабка была без сознания, но дышала. «Еще живая, сука», — сказал про себя я. Потом я облил бензином все вокруг, а также захватил и саму тварь эту. Остатки вылил на несколько ступенек лестницы. Когда я достал коробок со спичками, то бабка начала приходить в себя. Я чиркнул спичкой и крикнул: «Гори, тварь!» и кинул ее вниз. С громким хлопком взорвался бензин, горящей волной окатило все вокруг. Досталось и мне. На моих руках слегка подгорели волосы. Я быстро кинулся к выходу из дома, но дверь была закрыта на несколько замков. Тогда я взял стул и одним ударом разбил окно. В этот момент я услышал жуткий крик, он доносился из подвала. Это горела она. Одним махом я выскочил в окно, слегка порезав руку остатками стекла. И быстрыми шагами я удалился прочь. С каждой секундой я становился дальше от этого места ужаса и боли. Да, я совершил преступление, но при этом отомстил за несколько загубленных душ. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.